Друзья, всем привет! Мы в Мадриде, и сегодня я сниму для вас парфюмерный влог. Мы находимся около El Corte Inglés. Если кому интересно, кто будет в Мадриде, это район Саламанки, и там намного больше выбор именно парфюмерии. Почти ничем не пахнет. Мы уже в Валенсии. Решила с вами поделиться в такой спокойной обстановке. Хоть я и в Валенсии, казалось бы, да. Вот плед, вот тут вот у меня еще теплая кофта. Это я вообще, так сказать, немножко обнажилась именно для видео. Вообще, конечно, мы тут укутываемся. Кошка, вот сейчас я вам покажу кошку. Ой, господи, вот. Вот видите, батарея, и вот там за ней, вот здесь вот, боже мой, под пледом лежит кошка. Да, потому что мы на самом деле мерзнем. Мерзнем. На улице 11 градусов, бывает и 8, бывает и меньше. И дома, ну, градусов на 5 всего. Потеплее. Так что холодно. Вот. Но, когда я записываю видео, мне очень тепло, очень хорошо. Надеюсь, что вам тоже немножечко теплее от моих видео. Давайте начнем с аромата, который, я думаю, самый сейчас желанный, как минимум, для попробовать у многих. Это Tom Ford Vanilla Sex. Я о нем упоминала в предыдущем видео, сказала, что мне не понравился. Он не понравился моему мужу, он не понравился моей невестке. Когда я только нанесла аромат на блотер и подумала, какая красота, мне тут что-то такое почудилось марципановое. Но это правильно. У меня вот тут вот есть компьютер, и я буду подглядывать в пирамиду. Это правильно, потому что здесь вначале у нас есть горький миндаль и ваниль уже в средних нотах. И, естественно, это вот дает такое ощущение марципана. И я подумала, ой, как классно. Ну, с другой стороны, промелькнула мысль, что вроде как это уже избито. Думаю, ну ладно, нанесу на руку. И вот, значит, я хожу, тестирую другие ароматы, и вдруг утыкаюсь в эту руку и думаю, ой, а что это такое неприятное? И я даже не сразу соотнесла это с тем вот ароматом, да, первым впечатлением, что это тот самый Tom Ford. В общем, здесь я прям чувствовала, что под этой всей ванилью, под миндалем, его, кстати, он очень быстро улетел, под этой всей ванилью я вдруг почувствовала сандал. Причем не рассольный аспект, и даже не сливочный, а вот этот сухой сандал. Он есть в Sunny Side Up, там просто много других оттенков. А тут вот именно вот этот сухой аспект сандала. И неожиданно совершенно что-то начало индолить. Я по пирамиде могу только грешить на цветочные ноты, если в них имеется в виду какие-то белые цветы, жасмин, да, тубероза. Я не знаю, что там за цветочные ноты, но я почувствовала индол, и в сочетании вот с этим сухим сандалом у меня вообще какая-то ассоциация с цирком возникла. Моего детства, где вот эти, знаете, там была часть, где животные что-то выходили, там дрессировщики, и вот этот запах цирка, вот там, кстати, все вместе. Там же какие-то и сладости продавались, какой-то то ли попкорн, что-то там сладкое продавалось, что-то такое вот был аромат каких-то сладостей, и в то же время вот это вот все напоминало. Я эту ассоциацию сказала Ульяшке, своей невестке. Она говорит, я понимаю, о чем ты. И вот пока я ехала домой, да, с этим ароматом, я не могла его там сразу где-то смыть. И мысль, которая меня преследовала по дороге, типа, Том Форд, что же ты наделал? Что же это такое? Мне настолько вот эта вот непонятная какая-то нота, которая прячется под всем сандалом и под всей ванилью, что-то такое индольное.
Я просто не понимала. И главное, на муже он примерно так же раскрылся, у него горячая кожа. На невестке на моей, на мне с моей холодной кожей я не знаю. Я не понимаю, что это такое. Помните это видео? Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мы, конечно, при своей необразованности можем даже предположить, что это диверсия какая-то. Короче, я приехала домой, смыла его. Есть предположение, что этот аромат в шлейфе как-то красиво звучит. Но я не чувствовала от него какой-то шлейф. И поэтому я не понимаю, почему так со мной произошло. Таня Шеремет написала мне, что она этот аромат тестировала в Бангкоке. Вы понимаете, да, что в Мадриде это было холодно, и где-то плюс 9, плюс 10, дожди были как раз. А в Бангкоке это, наверное, плюс 30, если не больше. Это очень высокая влажность, очень. В это время там очень высокая влажность. И это совершенно разные климатические условия. Я допускаю еще сам Таиланд, да, вот его ароматы, вот, которые в воздухе, и Мадрид – это совершенно разные вот по ароматам в воздухе места на планете. Поэтому я допускаю, что, возможно, в каком-то климате где-то этот аромат может открыться совершенно по-другому. Но вот на мне это было вот так. И я думаю, важно такие отзывы рассказывать про аромат, да, чтобы люди понимали, что это может им сильно зайти, но может вот так вот произойти. Бывает всякое. В общем, но я всегда ищу какой-то позитив, я оптимист. Как ни крути, я понимаю, что я все-таки оптимистка. И что мне все-таки в этом аромате, можно сказать, нравится? Что он нетривиальный. Вот если бы это осталось на уровне этого марципана, я бы сказала, стоило ли вообще это производить? Этого же уже так много на рынке. Да, это, возможно, красивый флакон, это Tom Ford, это все качественно, но это марципан, мы его уже много где видели, это ваниль, мы уже ее насмотрелись. И только вот эта вот нота, которая лично мне, да, вот так представилась, кому-то, может быть, она зайдет. Короче, я скажу так, надо пробовать, тестировать на себе, носить, причем в разных погодных условиях, возможно, с разным настроением. Так что вот так вот я бы закончила этот рассказ про Vanilla Sex Tom Ford. И второй аромат – это Mira Mystery, то есть какая-то волшебная мира. И вот что заявлено, кстати, очень хорошо его до сих пор чувствую от блотера, прям как будто бы только что нанесла. Очень стойкий. Про ваниль не могу сказать, про ваниль Форда, вот эту Vanilla Sex, потому что я его вот доехала домой и сразу же смыла. Вот как могла. Чуть-чуть осталась база, я не знаю про стойкость. Вот не могу ничего сказать. Стойкий, но насколько непонятно. Мира. Мира здесь как вот в названии, так и в пирамиде аж 2 раза. Я не знаю, то ли тут на фрагрантике что-то с людьми, то ли они такие «пиши Мира, Мира». Я не знаю, но Миры здесь много. И для меня этот аромат напоминает многие ароматы, которые именно об этой ноте. Для меня вот в том-то и дело, да, вроде хороший аромат. В целом, Мира и Мира, кого этим удивишь? Да, там есть кожа, есть абсент. Мне абсент дает какую-то немножечко такую кислинку, свежесть в аромате. Но в целом такой восточный аромат про Миру. Вот я не знаю, мне больше нет. Я ничего не могу сказать плохого, ничего хорошего. Если кто-то любит Миру, вот именно такие ароматы, такие вот восточные, загадочные. Если бы у аромата был цвет, он бы однозначно был темный, как вуаль какая-то, да. Совершенно не моя история. Мне не понравилось. Он похож на... Господи, почему так неразборчиво написано? И как это прочитать, чтобы не ошибиться? Эбене, пусть будет эбене, чтобы так звучало как-то более прилично. Фуме,
Том Форд. Вот он на него похож. Да, он на него похож чем-то, мирой похож. Мне никак. Аромат, если уж про Тома Форда, это не новый аромат, он 23-го года, уже все, уже не новинка далеко, прошлогодний. Это Soleil de Feu, это огненное солнце в переводе с французского. Здесь розовый перец, бергамот, лист фиалки, тубероза, кокосовое молочко, магнолия, сандал, бензоин, амбра, какао. Аромат не раскладывается на ноты, то есть я не чувствую там, типа вот здесь бергамот, а тут лист фиалки. Все собрано очень гармонично, сбалансировано, и в целом аромат правда теплый, правда есть какая-то отсылка к отпуску, да, но это не какой-то банальный такой аромат, типа молочко, крем для загара. Это именно аромат, именно парфюм. Но здесь чувствуется вот эта теплота кокосового молочка. Здесь нет вот прям однозначно, кокос, нет. Именно вот аромат очень теплый, он как облачко, он заявлен как древесный, амбровый, но вот у меня какие-то другие всегда ассоциации с древесностью и с амброй. Нет, для меня он какой-то немножечко даже молочный, да, такой сливочный, согревающий. Фиалка ему не дает скатиться в какую-то гурманику. Я так гурманику сказала. Гурманика — это очень хорошо. Но здесь она придает ему строгости и элегантности чуть-чуть, но в то же время все равно он очень уютный, теплый и довольно яркий. Какао здесь есть в базе. Вот честно, я прям сейчас ищу аромат с какао, с шоколадом, но вот отдельно я его тут не чувствую. Но мне очень понравился вот этот аромат. Очень. Хорошо, что мы встретились. Еще про новинку. Это аромат от Armani из приватной линейки. Называется Santal d'An Chat. Почему-то на фрагрантике тут голосуют, что это аромат очень похожий на Santal 33. Похожий тем, что да, тут есть сандал, но он не настолько солено-огурцовый. Прям вот близко нет. Он немножечко, там есть соленая нота сандала, но аромат более мягкий. Аромат мне даже чем-то вот в каком-то аспекте напомнил Sunny Side Up, но все-таки с большей рассольностью. Но до Santal 33 это не дотягивает. В целом аромат приятный, но я в нем не нашла какой-то новизны. Но мы тут с Ульяшкой как раз обсуждали, да, есть такие ароматы, которые, они очень хорошо сделаны, они очень качественные, у них технические характеристики на высоте. И вообще ты, если покупаешь этот аромат, ты можешь быть уверен, что ты будешь очень приятно пахнуть. Это будет, скорее всего, нравиться практически всем окружающим. Ты можешь вообще не задумываться об этом, да, если вот кто-то хочет аромат такой на каждый день, чтобы он был приятный и точно, да, так сказать, понравился и вас как-то с лучшей стороны показал, то есть вот такие ароматы. Вот типа вот этого Santal d'An Chat. d'An Chat. Какое-то название как будто китайское. Я, честно говоря, не знаю почему. Здесь какая-то нота такая с забавным названием «Древо мечты». Два аромата из вот этой вот серии очень приятные, хорошо сделаны, качественные. Купил и можешь уже ни о чем не думать, ты точно будешь приятно пахнуть. Вот мне кажется, когда нет такой коллекции, когда ты не ищешь все время каких-то новых впечатлений, а правда используешь, так сказать, парфюмы просто по назначению, это отличные варианты. И один из них это ванили Planifolia экстракт от Guerlain из приватной линейки.
Вот как заявлено, ваниль, да, аромат про ваниль, но здесь почему-то не заявлены цветы, но я их чувствую. Древесность, тут заявлены специи, но здесь нет каких-то таких специй, чтобы это прям превратило аромат в восточный, например. Нет, они только подчеркивают красоту ванили. И я не знаю, что, возможно, мускус какой-то здесь, но здесь есть в базе аромата ощущение холодности. То есть это ваниль теплая, и одновременно она холодная к базе. Хотя обычно к базе ароматы становятся теплыми. Не знаю, как это сделано, но в целом вот меня ничего в этом аромате не зацепило. Но именно потому, что все-таки, наверное, я из тех людей, кто ищет еще впечатление, еще что-то новое, еще удивите меня, да хотя бы цирком. Вот, наверное, все-таки Том Форд работает на аудиторию парфманьяков. Хоть чем-то меня удивил и удивил. Да? Я все время думаю об этом аромате. Я о таких ароматах продолжаю всегда думать и продолжаю их тестировать. И частенько даже в какой-то момент я такая: о, я поняла его. И теперь мне он нужен в коллекцию. Вот у меня такое бывает. Здесь же я все поняла сразу же, абсолютно. И точно так же думаю, мне неинтересно. Очень хорошо, но мне не надо. И второй аромат тоже экстракт из этой же приватной линейки. Тонко Сарапия, экстракт 75. Они, кстати, очень дорого стоят. 550 евро стоит такой флакон. И там, господи, соседи. Они что-то двигают постоянно. У меня даже сосед тут ходил, искал, кто что двигает, приходил к нам. И у меня была отличная возможность попрактиковать испанский. Я ему все объяснила, все ему показала, что у меня все стоит на местах, все назвала по-испански. В общем, попрактиковалась. Так что у нас с тонкой? Здесь бобы тонка, здесь кумарин, здесь опять, как в Том Форд, господи, тут просто все написано по-английски, миндаль. Мне просто поисковик сразу выдает либо испанский, либо английский вариант. Миндаль, специи, какао и ваниль. И аромат просто марципан. Вкусненький марципан в начале. Потом он такой же вкусненький, с оттенками марципана, ванильный. Какао как таковое отдельно я не чувствую. Ну, скорее всего, это вот, знаете, такая... Здесь есть еще дерево, опять же, не заявленное. Я чувствую какой-то древесный оттенок, как будто бы какой-то комод старый. Вот он пропитался бобами тонка, кумарином, там где-то еще, скорее даже это не миндаль, орехи, а скорее какая-то пудра такая миндальная, косметическая, именно вот из миндаля, да? О, есть, кстати, мука миндальная. Вот что-то такое. То есть аромат вроде вкусненький, но к базе он все-таки становится именно как аромат. Опять же, приятно, хорошо сделано, на каждый день. Так как это экстракт, он очень стойкий, но при этом шлейф у него средний, он не будет заполнять всю комнату. И еще один аромат, который вышел в 2023 году, я не помню, в конце или во второй половине 2023 года, ну, считайте, это практически новинка. Тоже. Это Fève Gourmande от Guerlain. Он, кстати, изначально они хотели его продавать только в интернет-магазине, в официальном, а потом он все-таки появился физически, да, в магазинах. Вот я его смогла попробовать. Я его потестировала и на блотере, и на себе. Да, это аромат, который похож на... Точнее, не похож, а это прям перевыпуск аромата Gourmand Cocan от Guerlain. Мне Таня присылала потестить его, и я влюбилась. Это лучший шоколад и лучшее какао, которое вообще есть в парфюмерии. Он очень реалистичный, очень. Я вот
не думала, что мне может так эта нота понравиться. Обычно шоколад, он либо что-то подчеркивает, да, вот, допустим, в «Черной орхидее» Форда, он есть таким оттенком, но это не аромат про шоколад. А здесь главный герой все-таки именно шоколад. Такой темный, и тут еще какао в порошке, тоже такое горьковатое, но что-то есть и сладкое, что-то немножко алкогольное. Они прям почти один в один, но мне кажется, что в базе Феве Гурманде, вот на мне он, как-то не понравилось мне его открытие. Гурман Каган мне нравится намного больше. Я не знаю, возможно, просто тот аромат настоялся, а этот еще новенький, свеженький. Возможно, такое есть у новых ароматов. Они какие-то могут быть как будто еще, вот знаете, все ноты, все звучание не сбалансировалось. Такое бывает, кстати, да. Честно, вот верите вы или нет в это настаивание ароматов, но правда, у меня такое бывало часто. Вот выходит новинка, я покупаю, и вот что-то как будто бы немножко звучит не в такт, а потом раз со временем аромат как будто бы сбалансировался. И стал более, кстати, стойкий, иногда и более шлейфовый. Вот, возможно, здесь такая же история, это новинка, и он должен как-то постоять. Но в целом они похожи. Очень. Одно и то же. Еще один аромат 23 года – это Chanel Chance. Я не фанат линейки шансов, хотя я очень люблю Chanel, но вот как-то ни одного шанса у меня нет, только как-то прозвучало ни одного шанса. У меня есть в пробнике шанс, я его носила, классическая версия. Хорошо, но я не скажу, что мне захотелось флакон, что прям вот чем-то меня зацепило. Как-то не моя история. Мне кажется, что это аромат для любителей шансов, возможно. Меня ничем не зацепил. По сравнению с предыдущей версией, мне он кажется более плотным, более стойким, даже, возможно, он менее свежий. И, вообще, наверное, мне бы это должно понравиться. Если бы вот надо было выбрать из двух вариантов, я бы, скорее всего, выбрала вот этот новый. Потому что амбра надает аромату теплоту. Тут сверху тут в верхних нотах альдегиды и цитрон. И это довольно интенсивные, получается, свежие цитрусовые ноты на моей холодной коже. Они звучат обычно очень долго и заглушают все. Но благодаря все-таки амбре в базе и тиковому дереву аромат потеплей. То есть для меня, вот он, для моей кожи, он более носибельный. Но так как я не очень люблю шансы, конечно, это все не для меня. Вот к чему я веду. И, друзья, хочу с вами поделиться ароматом, в который я просто влюбилась совершенно неожиданно. Это Byredo Unnamed. Никогда не обращала внимания на этот аромат. Это тот самый, где на наклейке ничего не написано. То есть это меня именно наклейкой все время привлекало. Я думала, что это? И я даже как-то его тестила. Но Byredo такой бренд, что вот нельзя к нему вот так вот подойти, вот так вот брызнуть, уйти и что-то понять. Нет, с ним надо, наверное, немного пожить. И он был первый в тот день, первый бренд, к которому я подошла. Аромат не первый. Но я думала, боже мой, как же я столько времени... Наверное, еще настроение какое-то было такое. Не знаю. Короче, это аромат про сочетание. Вот там коктейль есть с верхних нотах, с джином, по-моему. И там, я помню прям рисуночек с фрагрантики, там лед. И вот правда есть ощущение в верхних нотах такого коктейля освежающего, чуть-чуть с цитрусом, со льдом. И потом там фиалка. Очень красивая фиалковая пудра даже. Но не ретровая. Нет, там нет ощущения ретро. Фиалка еще немножечко такая, как корень фиалки. И в то же время
и вот эта пудра. Но я это абсолютно не могу объяснить. Это надо пробовать, это надо носить на коже. И этот аромат, он освежающий. И в то же время эта фиалка не дает ему стать каким-то свежаком. Я не знаю, как бы этот аромат повел себя в жару. Я тестировала его где-то в +10, было холодно, даже солнца не было. И он очень долго держался. Он очень долго держался на коже, он держался на одежде, вообще до стирки. И он вот именно такой освежающий и бодрящий, и в то же время не цитрусами, как обычно. Обычно аромат освежает именно цитрусами. А тут вот это вот сочетание льда, фиалки и древесной базы. Там есть древесная база. Надо посмотреть, кстати, что там в нотах. Я смотрела, но уже, конечно, я не помню. Да, в нотах. Кстати, тут есть ирис. Ирис я чувствую. И в базе тут есть мох. Но мох вот мне здесь не ощущается как-то, как обычно, да, как в шипрах, например. Меня мох всегда погружает в какую-то меланхолию. А здесь какой-то другой мох. Он какой-то древесный. Вот. Я, кстати, искала замену этому аромату, потому что он остался только в том магазине, где я его тестировала. Он был только в большом объеме, про 100 мл. А большой объем я беру, ну вот если нет вариантов, я прям на 100% уверена, что мне аромат нужен. Но я уехала уже к тому моменту. В меньших объемах его нигде нет. Я его посмотрела на Рандеву. Он стоит 60 с чем-то тысяч сейчас. А я его посмотрела на официальном сайте, его нет. И у меня есть ощущение, что этот аромат снят с производства. Если вы что-то знаете, расскажите мне в комментариях. Мне кажется, что сняли его. Бальзамическая пихта еще здесь есть. Ну вот есть в этом аромате такой, вроде и древесность, но что-то такое северное, что-то северное. Мне очень понравился аромат. И написано, что он похож на анималике, тоже от Байреда, и на Мохаве Хост. Может, я неправильно прочитала, не обессудьте. Вот, что он похож вроде на эти два аромата. Ну, я их опять же когда-то тестировала, и они меня не зацепили. Надо к ним тоже подойти. Надо к ним тоже. Но вот совершенно неожиданно я прям влюбилась в этот аромат. И мне, наверное, мне нужен флакон. Но не хотелось бы покупать 100 мл. Только потом оставлять в наследство. Еще один аромат, который мне очень понравился, это парижский мускус. Совершенно тоже неожиданно. У этого бренда есть какая-то база общая, такая мускусная. И вот она мне не нравится, потому что все ароматы в нее скатываются. Я такое не люблю. А здесь удивительно, да, само название мускус, но он такой, что, во-первых, он отличается от вот всех мускусов, которые есть в ароматах этого бренда, а во-вторых, почему? Вот я смотрю в пирамиду и думаю, ну тут кедр, амбретта, мускус, какая-то нота амбреттолиды и амброксан. О, кстати, амброксан, вот он придает аромату свежести больше. Но и здесь есть какая-то молочность, аромат теплый, обволакивающий. Что это дает, я не понимаю. Что дает молочность? Он даже мне немножко, совсем чуть-чуть, поймите, да, напомнил, господи, сзади Кавальтер This is Her, но только вот прям аспектом вот этим молочным, не в целом. Почему-то всем, очень многим, не всем, очень многим кажется, что аромат похож на филосикоз именно в парфюмерной воде. Но у меня на туалетную мне вообще он, мне кажется, похож. Не знаю. Сантал 33 тоже. Тут уже, слава богу, не так много голосов, но мне вообще не похож. Он для меня намного мягче. Если This is Her на самом деле довольно стойкий, шлейфовый, густой аромат. Этот прям, он очень стойкий, кстати, тоже очень стойкий.
но шлейф от него более элегантный, более тонкий. И тут есть в начале какая-то нота зеленая. Вот я думаю, что ее с филосикос сравнивают именно из-за этой ноты зеленой. Если это и относится как-то к инжиру, то скорее это лист инжира, да, а не сам инжир. Она есть. И вот это сочетание зеленой ноты, этой молочности, тонкого элегантного шлейфа мне очень понравилось. Вот думаю про этот аромат и про Unnamed. Вот прям думаю, что мне это нужно. Если не целый флакон, то хотя бы Travel, от Levant, что-нибудь. Мне понравились эти ароматы. И они такие на каждый день. На каждый день, но не тривиальные. Я вообще сейчас ищу ароматы, которые можно носить каждый день, но чтобы это все-таки не было как-то очень стандартно, да, все-таки чтобы читался нишевый шлейф у этого аромата. Мне хочется, мне нравится. Я пользуюсь этим ароматом от The House of Oud, «Дыхание бесконечности», и пользуюсь, мне очень нравится. Вот когда не знаю, что надеть, у меня есть два варианта. Либо Нирванески, это ваниль, но это все-таки сладковато, либо «Дыхание бесконечности» The House of Oud. «Дыхание бесконечности» беспроигрышный вариант в любом случае, потому что он более деликатный. Все-таки ваниль, там она прям громкая, стойкая. Не в любое помещение можно надеть. Вот, друзья. Все. Я все вам рассказала. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих ароматов, что вы тестили, что хотите потестить, что вам интересно. Я, конечно, рекомендую потестить ароматы от Тома Форда новые, особенно ваниль. Просто интересно, что там люди чувствуют, кроме меня. Вот, все. Всех целую, обнимаю. Спасибо, что вы были со мной. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.